усовершенствовании украинского законодательства в сфере защиты прав журналистов. Эти шаги были предприняты украинским руководством на днях и, как нам представляется, требуют нашего комментария. Мы обратили внимание на новую попытку украинских властей заявить о своей приверженности демократическим принципам. 1 марта в Киеве подписан закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Речь идет о попытке усовершенствовать защиту профессиональной деятельности журналистов. Как мы поняли из текста, основной задачей нововведения является совершенствование законодательной базы, устранение недостатков законодательного регулирования вопросов, связанных с действующим правовым механизмом обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов. Изменения предусматривают также ужесточение ответственности за умышленное препятствование законной профессиональной деятельности работников средств массовой информации. Я хотела бы особенно это подчеркнуть, включая незаконное изъятие подготовленных ими материалов и технических средств, а также отказ в доступе к информации. Со своей стороны можем только приветствовать стремление Киева улучшить национальное законодательство в области защиты прав представителей средств массовой информации. Теперь самое главное, чтобы это была не просто отписка для отчета перед соответствующими европейскими международными структурами в области соблюдения прав журналистов, но чтобы это действительно механизмы заработали в реальной жизни. И самое главное, не только в отношении своих собственных журналистов, граждан Украины, но и в отношении журналистов других стран. Здесь, мне кажется, должны быть единые стандарты. И, конечно, бесконечная рука на пульсе соответствующих служб безопасности, которые в последнее время очень плотно опекают представителей СМИ и журналистов, просто не дают им работать. Я думаю, что тоже должны укладываться в действие соответствующего закона. И полагаем, что положение статьи, предусматривающей недопустимость воспрепятствования деятельности журналистов, в полной мере, как я уже сказала, будут относиться к деятельности иностранных корреспондентов, в том числе, безусловно, российских, в отношении которых все еще действует дискриминационный закон номер 1853 о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины. И, конечно, понимаете, помимо всего прочего, нужно понимать, что есть и факты, которые говорят о очень опасной тенденции в этой сфере на Украине. Мы видели целый ряд преступлений в отношении представителей СМИ, которые не расследуются, либо расследуются так, что результат не может считаться удовлетворительным. Речь идет о рейдах против телеканалов, оказании психологического давления на тех журналистов, которые не подпадают под разряд паркетных, нанесение телесных повреждений, вплоть до убийств. Вы все помните прекрасно все эти случаи. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти расследования были доведены до конца. И, конечно, только в этом ракурсе, только исходя из вот такого отношения, можно говорить о том, что данный закон будет действительно рабочим. Я просто хотела бы сказать, что ситуация со свободой слова на Украине беспокоит не только нас. Это, безусловно, внушает оптимизм, что что-то сдвинется. Невыполнение требований законодательства отмечают международные специализированные институты, представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и также ряд неправительственных организаций.